Привет, дорогие друзья! Значит, приобрел я вот такой мониторчик Acer 24 дюйма V243HQ. Буква А обозначает, я так понимаю, это подключение по VGA. Ситуация, значит, с этим монитором, я вообще не планировал снимать данный ремонт, потому что ситуация банальная. Человек сказал, что потух монитор, его уже чинили, но чинили его, вскрывали так, что хочется плакать. Смотрите, видите, да, вот этот разъем, когда отключали, его полностью оторвали от вот этой панели. Это его уже припаяли. Причем припаяли, и он работает. Вот эта вся панелька управления, она рабочая. Я удивился. Вот. И я не хотел снимать этот ремонт, потому что банально, да, поменял уже лампы я на светодиоды, впаял этот самый драйвер управления LED-подсветкой, все тут запаял, завернул, подключил мониторчик, а мониторчик не работает. То есть он работает, но он не работает. Сейчас покажу, как это проявляется дефект. Очень интересный дефект. Я сначала даже удивился, ну, сейчас покажу. Так, смотрите, в чем тут чудо, да? Подключили мы генератор сразу на вход, чтобы монитор сразу проснулся при подаче питания. Подаем питание через вот этот пилот, смотрим, какое потребление. Это самое важное, на что надо обратить сейчас внимание. Итак, включаю пилот, смотрим. Загорелся индикатор, что является хорошим тоном. Но вот потребление всего лишь 1,5 Вт. Это говорит о том, что что-то неладное. Потому что сам скейлер потребляет вместе с матрицей, да, примерно там, ну, Вт 7 должен потреблять. Ну, плюс-минус, так вот, примерно, ну, 5-7. А здесь всего лишь 1,5 Вт. Причем скейлер проснулся, видим, потребление идет. То есть в режиме включенном находится монитор. Но индикатор нестабильно горит, а как бы подмигивает иногда. И вот это меня смутило. Я сразу уже поменял лампы, как бы думаю, ну, лампы дохлые, не буду с ними возиться. Ну и, как всегда, я кинулся, да, проверять напряжение Проверим напряжение на 12 вольтах, да. А здесь видим 19 вольт. Ну, это нормально. Должно быть высокое напряжение на инверторе. А вот напряжение на 5-вольтовой линии 5,3 вольта. Это вполне тоже адекватно и вполне хорошо. То есть у нас с напряжениями проблем нет. У меня сразу возник вопрос, питание матрицы приходит или нет. И питание матрицы я с шлейфа беру. А вот с шлейфа мы видим не 5 вольт. Да, матрица питается не 5-вольтовым напряжением. А вместо 5 вольт я вижу скачки до 0,1 вольта. То есть на матрицу пытается прийти напряжение, но оно почему-то не приходит. Тогда я сделал вот как. Я взял и отключил матрицу. Отключаем питание, да. И сейчас пропадет, все окей. И обесточил я матрицу. Аккуратненько, да, отключили. Вот так ее положили, чтобы ничего не коротнуло. И проводим дальше эксперименты. Я включаю блок питания. Опачки, включили, да? Смотрим, потребление 5 Вт, 6, 7, 7 Вт. Оп! Индикатор стабильно горит. Скейлер включился, 8 Вт потребления. И смотрим, чем сейчас запитана матрица. То есть опять промеряем здесь напряжение. И смотрим напряжение, которое должно приходить на матрицу, 5,2 вольта. То есть сейчас идет запитка матрицы. Делаем выводы какие? Виновата матрица, она подсаживает напряжение. Вот этот конденсатор, который стоит на питании матрицы, я его заменил. Он был в 52 Ома. Я его заменил на хороший новый конденсатор. Но опять же, подключая матрицу, я вижу, что у меня напряжение проседает. Опять показываю фишку, да? Все, видели, выключилось. Подключаю шлейф матрицы. Включаю на питание. И у нас опять 1,5 Вт потребления. И
Соответственно, снова мы видим на матрице нету питалова. То есть матрица запитываться не хочет полноценно. Но матрица всего лишь кушает, ну дай бог, если 1 ампер, а то и меньше. То есть формально 5 вольт 1 ампер. Какого черта, казалось бы? Ладно, тогда я делаю вот так. Выключаем это дело. Отдельно на матрицу подам питание с лабораторника ровно 5 вольт, там, да, плюс-минус, и выставлю ток 1 ампер. И посмотрим, завысится ли ток на матрице и вообще как будет все это работать. Итак, для того, чтобы запитать матрицу, нам надо вот этот предохранитель убрать. И на этот предохранитель впаять сюда вот такой вот разъемчик, да, это минус у нас, а сюда подать плюс 5 питания. Тогда у нас вся матрица запитается, но мы будем это делать через лабораторник. Соответственно, вот этот предохранитель мы имеем право выпаять и подать ток до 1 ампера. Ну, даже, да, пусть будет 1,2 ампера. Предохранитель вот этот рассчитан на, если не ошибаюсь, 1,5-2, а то и может 2,5 ампера. Для чего убрать надо будет предохранитель? Чтобы обесточить систему между скейлером и вот этой вот платой управления, чтобы никаких конфликтов не возникло. А остальной шлейф мы оставим, то есть чтобы сигналы с ЛВДС приходили в процессор и матрица у нас работала полноценно. Вот сейчас мы и подключим. Еще раз повторяю, сюда минус кинем, а сюда плюс. А вот этот предохранитель выпаиваем. Как я и сказал, вот сюда будем минус кидать, вот сюда плюс. Видим, предохранитель F1 я выпаял, разорвал связь между скейлером и самой платой матрицы. Здесь очень строго соблюдаем за полярностью. Ни в коем случае не попутайте полярность. Сразу же мгновенно пшикнет ваша матрица. Тем более матрица, извините меня, на 24 дюйма. Это уже приличная матрица. Так, вот подключили крабики наши, да? Так, лабораторник мы подключили, но питание с лабораторника пока не приходит. Возвращаем подключение матрицы обратно. Так, уберем пока. Потому что ЛВДС линии пока не будет полноценного обмена, матрица не активируется до полного старта. Так, сейчас мы подаем питание на лабораторник. Включаем. Видим потребление 370 мА, но это не полное потребление. Это как бы в режиме ожидания. Матрица находится, ждет сигналов ЛВДС, чтобы потом информацию выдавать на дешифратор и картинку, соответственно, стекло выводить. Так, теперь пришло время нам подключить блок питания, запустить блок питания, и чтобы запитался скейлер и запиталась лампа подсветки. Включаем. Загорелся индикатор, что является хорошей нормой. Потребление 8 Вт. Сейчас логотип появился Acer, пропал, и сейчас включится полностью. Вот. 8 Вт, это вот запитался у нас инвертор и скейлер. Потому что смотрим здесь. Потребление поднялось до 0,800 мА, меньше ампера. То есть активировалась у нас матрица, включилась. Скейлер у нас отработал, все у нас тут отлично. Подсветка включилась. Смотрим. Видим подсветочка вот по этому уголку, что светится. А теперь мы посмотрим, что у нас на картинке монитора будет. Будет у нас что-то. А вот у нас мониторчик показывает картинку, которую выдает вот этот генератор VGA. Ну и приходим к какому выводу? Что мы все делали на самом деле и неправильно. А почему неправильно? Потому что матрица у нас работает, потребление в норме, но что не работает? У нас не работает вот эта коммутация. То есть 5 вольт приходит, все казалось бы окей, да? Запитывает скейлер, он четко работает. 12 вольт запитывает наш инвертор, он четко работает. Но матрица не запитывается правильно, у нас сбоит матрица. Мы проверяем матрицу, матрица у нас работает отлично, вот так вот от лабораторника. Тогда проблема в чем? В коммутации. В коммутации. Я, значит, провел анализ. Кто виноват в этой ситуации? Как я рассуждал и как действительно оно могло быть, но на самом деле не так было. Отвечает за коммутацию вот этот вот процессор. У него вот эта нога подает логический сигнал.
То есть, когда тут присутствует плюс 3 вольта, вот этот транзистор открывается и запитывает вот этот MOSFET. Вот этот MOSFET открывает 5-вольтовую линию и замыкает ее на матрицу. Но, получается, он начинает открывать, подавать питание с 5-вольтовой линии, но что-то происходит плохое, что срывается вот этот процесс, и он перезапускается. Это можно увидеть было по индикатору, который моргал с определенной периодичностью. Я сначала подумал, что виновата вот эта флешка, но все-таки прикинул, что если бы флешка не работала, а мы подали питание на матрицу и все у нас засветилось, значит флешка не виновата. Тогда я начал думать, так, питание, проблема вот здесь, где-то в питании. Я подкинул мультиметр. Я подкинул мультиметр, и мы видим, что мы видим? Питание суперское, 1,8 вольта, стабильное питание. То есть ядро питается отлично, соответственно, процессор не должен перезагружаться. И здесь 3,3 вольта, то есть флешка запитывается отлично, то есть проблем не должно быть. Окей, и это все происходит при питании от нашего лабораторника. Сейчас я все верну обратно и промеряем также напряжение. Будут ли они изменяться? Как видите, я убрал блок питания наш стабильный лабораторник и все также подключил обратно. Теперь мы снова замеряем, что у нас происходит. Замеряем питание на процессоре. Смотрите, напряжение на процессоре 1,9. Вполне отличное напряжение. Никаких импульсов нету, все отлично, все стабильненько. Но в чем проблема? По линии 3,3 вольта все стабильно, все отлично. Казалось бы, в чем проблема? Я начал думать, что проблема именно в процессоре. Смотрите, потому что вот на этот MOSFET приходит 5,3 вольта, а вот сюда у нас пытается открыться MOSFET, но не приходит наши 5 вольт. Потом через вот этот конденсатор и уходит на питание матрицы. И все понятно, что проблема у нас вот здесь сосредоточена. Но нет. Я начал рассуждать, как же такое может быть, если все работает, но что-то не работает. И вероятность того, что полетели вот эти ключи, очень мала. Я все-таки достаю свой осциллограф, наш великий осциллограф. Так, я встал на 5-вольтовую линию и смотрим пульсации. Повторяю, для монитора вот эти пульсации, там 300 милливольт, это не так уж и много. Но, смотрите, видели, проскакивает? Я думал сначала, что это ошибка, какие-то шумы, какая-то фигня, да, думал, ну это бывает, там наводки какие-то, но нет. Это не просто наводки, это я уже потом доехал, допетрил. Смотрите, уменьшаем временную шкалу. Уходим на секунды и смотрите. Оп, видите провал? Смотрите дальше. Наблюдаем. И этот провал неспроста. Он определенным образом иногда проскакивает, и непонятно от чего. То есть формально пульсации сейчас, да, вот 300 милливольт, ну это не так много. Вот видите, иногда проскакивают пульсации вот эти, непонятные. Я тогда начал думать, блин, наверное, это случайное совпадение, какая-то ошибка, какая-то, ересь непонятная. Не может быть такого. Вот дальше, в принципе, стабильное питание. Казалось бы, ну что, ну подумай, что 400 милливольт пульсации, да и фиг с ними. Вот опять выскочило. Я такой думаю, ну ладно, пусть будет здесь эти пульсации, но быстрее всего после линейных наших стабилизаторов не должно быть ничего. Тогда я начал наблюдать на линейном стабилизаторе, что происходит. Ну и в принципе я увидел, что ничего плохого нет. То есть жмем авто, и я вижу, что пульсаций тут формально, нету пульсаций как таковых.
И я не увидел пульсации сразу же. Я думаю, ну все окей. Но когда я начал присматриваться, опять же, уменьшать временную шкалу, я увидел хитрые всплески. Их сразу не увидеть, но они есть. Сейчас мы подождем. Так, 500 милливольт уменьшим. Так, это много. Вот так, на 200 милливольт, чтобы было видно. И ждем. Видите, всплески пошли. Вот всплеск пошел. Вот всплеск пошел. То есть я держу вот всплеск. По идее, они все вниз уходят, всплески. То есть просаживается напряжение каким-то образом. Но каким? Вот опять всплеск вниз. Непонятно, почему-то какие-то провалы появляются. И вот только после того, как я увидел на осциллографе, вот он провал. После того, как я увидел на осциллографе вот эти провалы, я начал думать, что у меня проблема все-таки с блоком питания. А почему с блоком питания? Потому что я вот всплеск вверх пошел. Потому что я вот что сделал. Итак, мы проверили, что матрица у нас работает и проблем к ней нет. То есть все окей. Непонятные всплески у нас с блока питания идут сюда. И мы не знаем, кто дает всплески. Может быть процессор. Может быть какая-нибудь еще шняга непонятная. Ну, возможно, и здесь проблема кроется. Как мы можем отсечь блок питания от вот так и избавиться от него и понять, на какой стороне, здесь ли проблема или здесь проблема. Для этого мы подключаем вот такой модуль. Модуль я настроил на 2 напряжения. Так, все, теперь выставляем напряжение обязательно на модуле как минимум вольт 14 вполне. Видим, на наших модулях выставилось напряжение 12 вольт и 5 вольт. Вот этими напряжениями будем запитывать нашу всю систему. А для того, чтобы все работало четко и ясно, минус мы берем отсюда, кидаем и кидаем минус вот сюда, на корпус. Не пойдет. Так, плюс красный провод мы всегда запитываемся красным проводом вот сюда, на выход MOSFET, диода Шотки. И вот этот, так, неправильно, это черный у нас, черный сюда. 12 вольт мы кидаем на запитку вот этой линии. Вот, а 12-вольтовую вот сюда. Итак, смотрим, что у нас получается. Запитался мониторчик. Потребление мы видим, получается где-то 8, почти 9 ватт. Видите, да, по ваттметру. Ну, он, конечно, кривовато показывает, но все равно. 14,7 вольт у нас общее напряжение. Потребление где-то 600 милливольт. И общее потребление 9 ватт. И смотрим у нас, как работает все. Так, здесь у нас включился, подсветка включилась. А здесь мы видим, наш горит монитор. Изумительно! Смотрите, к чему я все это делал, колхоз. Кому-то скажет, вот ты бредом занимаешься. Может и бредом, может и нет. Каждый делает, как он хочет. Но я рассказываю, что я отсек блок питания от всей сети, запитал своим напряжением скейлер и матрицу, и у меня все работает вот так вот. То есть у меня нет здесь проблем нет. У меня проблема локализована только в блоке питания. Осталось только узнать, где проблема в блоке питания. Хотя блок работает, и проблем вроде бы с ним нет. Конденсаторов спущенных я не вижу. Остается разобраться с блоком. Поехали разбираться с блоком. А до этого чинили монитор, с ним не разобрались. Его не смогли запустить. Его перепаяли конденсаторы и не смогли запустить. На промежуточном таком этапе мы делаем выводы, что мы отделили, как говорится, мух от котлет.
Да, это немножко заняло времени, но мы же учимся. Мы же не профессионалы. Мы учимся на простом. Вот такой модуль очень спасает меня, поэтому кому надо, под видео заказывайте. Четкая вещь. Видите, да, элементарно. Можно вообще выкинуть этот блок питания, вкурочить свой, и вот эти стабилизаторы поставить, все будет работать. Огонь просто. Так, ну что, остались мы один тет-а-тет, блок питания и я. Ну, блин, что я могу тут сказать? Кондерчики эти мастер проверял, они все перепаянные. Вероятность того, что они умерли, ну, какая вероятность? Ну, перепаяны, проверены. Ладно, давайте логически рассуждать. 12-вольтовая линия у нас была откинута полностью, то есть вот эта часть модуля у нас не работала. У нас только 5-вольтовая, вот эти два конденсатора, диод. И у нас 5-вольтовая часть контролируется ТЛ-кой. Вот этой ИС 904, ТЛ 431. Через оптопару у нас обратная связь с шим-контроллером. Шим-контроллер LD 7576GS. Такой распространенный контроллер. Вот, кто может здесь шуметь или сильные пульсации давать? Ну, может, конечно, проблема быть в конденсаторе, питающем шим-контроллер, но он либо бы перезагружался, либо еще что-то бы, да. Маловероятно, что шумы отсюда прут. Ну, мое предположение, надо нагрузить 5-вольтовую линию хотя бы 1-амперовым током и посмотреть, что будет. Замерить пульсации. Может быть, они повысятся, пульсация, и мы тогда уже поймем, куда нам рыть. Предлагаю подпаять на 5-вольтовую линию нагрузку в 0,8-1 ампер. 12-вольтовую линию не будем трогать, она нас не интересует. Вся завязка у нас на 5-вольтовую линию. У нас ТЛ-ка взаимодействует с 5-вольтовой линией. А 12-вольтовая линия, она такая, шальная императрица. Так, ну что, подпаиваемся. Так, в качестве нагрузки я всегда использую резистивные элементы. На 6 Ом здесь в данном случае резисторы я использую. И ими будем мы нагружать примерно где-то на 0,8 ампера. При 5 вольтах будет у нас нагрузка. Так, один контакт кидаем на плюс 5 вольт, второй контакт кидаем на землю, на земелюшку. В принципе, это получается вот так. И дальше мы переворачиваем плату, будем запитывать и подключать осциллограф. Так, минус я беру вот отсюда, с корпуса. Так, а плюс мы возьмем вот с диода выпрямительного, прям сразу, непосредственно. Тут понятно, что будет немножко выше пульсация, но мы не боимся этого, мы увидим. Ну что, поехали. Нагрузочка 0,8 ампера. Так. Ага, вот что мы видим. Ну что сказать, охрененные пульсации. И проблема явно где-то вот рядом. Такие пульсации присущи умершим конденсаторам. Но какого черта, если они перепаяны? Так, смотрим. Максимальное напряжение у нас получается почти под 7 вольт. Минимальное напряжение 2 вольта. То есть вот отметка у нас. То есть вот до минимального вот этого скачка 2 вольта всего лишь. То есть у нас стабильность питания вообще никакая. Соответственно, у нас и перезагружался процессор, потому что стабильности по питанию нет. Все понятно. Теперь все становится на свои места. То есть 5 вольт у нас приходило. Из-за вот таких скачков, видите, до 2 вольт скачки, да, минимум 2,5 вольта. На стабилизатор по ядру приходило менее 2,5 вольт. Стабилизатор, понятное дело, просаживался. И питание ядра происходило менее чем 1,8 вольта. То есть у нас перезагружался процессор и, соответственно, нормально не поддерживалось питание на ноге транзистора. И, соответственно, транзистор то открывался, то закрывался, потому что процессор перезагружался. Ну что, кто у нас виноват? О, напряжение, кстати, с прогревом поднимается, видите? 3,37 уже, минимальное.
ушли пульсации, хвостики. Поднимается 3,50 уже. По чуть-чуть поднимается. Чем дольше будет работать, тем конденсатор, по всей видимости, у нас виноват вот в этот конденсатор, который стоит в... Ну вот, стабилизируется уже. В минимальное 3,75. То есть, если поставить 3,87 уже. То есть, растет напряжение и стабилизируется. Так, ну все понятно. Виноват у нас банально конденсатор, который запудрил нам мозги и прошлый ремонтер, да? Но у нас-то должны быть свои мозги, а мы как курицы все повторяем. Вот этот конденсатор, который был проверен, его надо заменить. Вот этот быстрее всего после дросселя конденсатор, и он будет живой. Вот этот вот выпаиваем конденсатор, проверяем. Ну что, поднялось напряжение уже до 4 вольт, то есть в принципе, может быть даже и стартанул бы блок питания. Поехали выпаивать вот этот конденсатор, злодей. Я уже думал, обратная связь что-то чудит. Не нагрелся, да? Что-то даже вообще не нагрелся сильно. Так, вот этот вот кондерчик. Кстати, он нагрелся. Вот сейчас он нагрелся, кондер. У него температура выше, чем... Офигеть, от чего он нагрелся. Вот он прям теплый. Офигеть, никогда не замечал. То есть он не от нагрева этого самого работал. Не нагрелся. Не от паяльника, а сам по себе нагрелся. То есть, по всей видимости, когда свои параметры теряет конденсатор, он начинает нагреваться. А когда нагревается конденсатор, мы знаем, да, параметры конденсатора улучшаются. Обязательно разрядим. Ну, тут, наверное, разряжать-то и нечего. Вот они. Вот эти зловредные конденсаторы Elite. Запомните их. Они очень часто вот в таком хорошем состоянии, да, ни днище не прорывает, ни крышу не срывает. Но они, наверное, быстрее всего он сдох. Высока вероятность. Так, смотрим. Вот он, паразит. 11% утечка, 1,5 Ома. Это очень много для такого конденсатора. 676 микрофарад, а он на 1000. Но, по всей видимости, когда он остынет, я думаю, его параметры будут намного ниже. Давайте сейчас он остынет, через 5 минут, и мы его проверим. Так, остыл конденсатор, и сейчас мы повторно проверим его параметры. Нагрелся он, значит, в режиме работы, активный. Ух и работник. Проверяем сейчас его параметры. Не пойдет. Да он вообще мертвый, смотрите. Вот он остыл, вот он прохладный сейчас. 47 пикофарад. Ну вот результат. Вот такой вот у нас. Давайте еще раз его замеряем. Ну, понятно, что он шальной. И с него что-то выискивать не получится. А он паянный, зараза такой. И я даже не придал значения. А он паянный, и вот подстава такая. Эх. А я как школьник повелся. Вроде конденсаторы поменяли. Вот такой вот кондерчик. Думаю, ну, значит, все окей. И ведь даже и не придал значения. Думал, ну все, если матрица не запитывается, значит короткое замыкание на матрице. Думал, ну все, не починю. А все оказалось куда проще. Пожалуйста. Ну, утечка немного высоковата, 2%, да? Емкость нормальная, ESR в норме. Ничего, поработает. Вполне поработает. Так что будьте внимательны, будьте бдительны, никому не доверяйте. Я специально это видео решил выложить, чтобы люди не надеялись на других мастеров. Вот я понадеялся, и вот такой вот получился негативный результат. Ну как негативный? Ну ничего, как говорится, за уши меня потаскало. Буду знать. Кстати, паяли с канифолькой. Грязновато, конечно. Так, ладно. Все это лирика. Давайте проведем испытание, посмотрим, какие будут пульсации теперь. Я также все подключил.
Запитываем и смотрим. А мы видим, что V минимальная 5.12, V максимальная 5.87. Ну, конечно, этот осциллограф немножко может врать, но, по крайней мере, от пульсации мы избавились до какой-то степени. Сейчас мы чисто на пульсации перешли. 800 милливольт. Сейчас мы видим пульсации. Ну, это не сказать, что мало, но для мониторов это вообще нормальное состояние. Это как раз у нас после диода напряжение. Сейчас мы промеряем напряжение после... Не после диода, а на выходе 5-вольтовой линии. На выходе 5-вольтовой линии это вот. Вот у нас выход 5-вольтовой линии, и мы видим 225 милливольт. Ну, конечно, это тоже высокие пульсации, но почему-то на мониторах, большинство мониторов, именно вот такие пульсации это нормальное явление. Хотя я бы сказал, блин, высокие пульсации. Но ковыряться нечего. Проблема явно уже не в конденсаторах, а вот в такой архитектуре построения блока питания. Вот, на этом можно закончить. Собрать все и проверять мониторчик. То есть мониторчик будет работать. Да, хочу заострить внимание, про какой транзистор я говорил. Итак, сейчас у нас монитор в режиме включенном, и на вот этом транзисторе должно быть 5 вольт. Видите, да? 5 вольт выходит из транзистора. Сюда вот приходит 5 вольт, и через него выходит 5 вольт. Ну-ка, где контакт? Плохой контакт. Ну-ка. Да господи. Вот. Вот, видите, выходит из транзистора 5,2 вольта. А за это все отвечает вот эта крайняя нога процессора. То есть здесь стабильно должен быть... Вот потянута база 0,6 вольт. А через вот этот резистор приходит 3,3 вольта. Вот так что вот так. То есть у нас матрица запитывается непосредственно после того, как стартанет процессор. Он оценит, надо ли включать матрицу, подпитывать. И через вот эти два транзистора то есть еще раз, вот он процессор. Вот его правая крайняя нога, вот эта. Через вот этот резистор сюда приходит 3,3 вольта. Подается потом все это на базу вот этого транзистора. И этот транзистор уже толкает вот этот полевик. Вот этот маленький транзистор Q301. А этот полевик соединен, одна нога, получается коллектор. У него не коллектор, не эмиттер. Затвор и сток соединены с 5-вольтовой линией. И сюда подается уже 5 вольт непосредственно на матрицу. Если бы матрица была постоянно запитана, да, казалось бы, а нафига нам вот этот транзистор, да, все равно сюда приходит 5 вольт. Дело в том, что если... Кстати, у меня один человек спрашивал, почему у меня в режиме ожидания телевизор жрет много энергии, электроэнергии. То есть, соответственно, получается, если мы исключим вот этот транзистор и 5-вольтовую линию кинем, запитку матрицы через 5-вольтовую линию, то у нас в режиме сна, то есть процессор-то будет спать, а матрица будет запитана. И в режиме ожидания наша матрица будет жрать там 350 миллиампер. Ну, это немного, но все равно зачем эти лишние токи будет пожирать матрица, когда она должна спать. Так вот, вот этот транзистор отвечает как раз за запитку вот этой вот матрицы. Когда матрица сама уже непосредственно проснется, то есть процессор начнет передавать сигналы по шине ЛВДС сигналы, то уже потребление матрицы поднимется с 350 милливольт до 800, сколько там, 50, почти ампер, грубо говоря, почти ампер тока. Вот такая вот у нас получилась катавасия. Никому не верьте, верьте только своим глазам. Никакие мастера, ничего, кто бы вам ничего не сказал, ни продавцы, никому никогда не верьте.
Все всегда проверяйте. Начинайте всегда с блока питания. Я вот этот момент пропустил. И как вот школьник пошел дальше разбираться. Уже в матрицу залез, уже подпитал матрицу, подал туда напряжение, все работает. Оказывается, у нас элементарно. Конденсатор, который, казалось бы, проверили, надо было просто поменять. Да, еще одна вот маленькая ремарочка, да. Смотрите, здесь сигнал деммирования. Обязательно надо инвертировать. Я вот тут спрятал вот тут обычный транзистор и два резистора. Кому интересно, что это за инвертор, да, сигнала деммирования, смотрите видео. Я там все рассказываю, как я это делаю. Все элементарно. Для чего я сделал? Для того, чтобы подсветку, когда мы увеличиваем, да, на мониторе, у нас, соответственно, увеличивается подсветка. Когда мы уменьшаем и градация делений яркости уменьшается, у нас, соответственно, уменьшается яркость. Если не ставить вот этот инвертор, да, вот эту инверсию, вот эту не делать через вот этот транзистор, то, соответственно, у нас наоборот. При увеличении яркости уменьшается яркость. И наоборот. Ну, вот такая вот схемка. Ну что, буду собирать корпус и показывать результат. Так, все, я собрал мониторчик. Включаем VGA генератор сигналов. И запускаем пилот. Смотрим. Картиночка появилась. И наш мониторчик отлично заработал. Потребление порядка 13 Вт. Что для такого монитора в 24 дюйма считается нормально. Вот такой вот ремонтик у меня получился. Запутанный. И вроде бы несложный. Но получился такой, какой получился. Кому-то может быть смешно, кому-то будет интересно. Кто-то получит информацию дополнительно. Как не надо делать, как надо делать. На этом у меня все. Всем, кому понравилось и не понравилось, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии обязательно. Вы были на канале Домовой. Всем классных ремонтов и простых. Всем удачи. Пока-пока. До новых встреч.